Хари Кришна всем, кто любит аккумуляторные батареи. Сегодня опять про IGM батареи, потому что спрашивали, можно ли IGM батареи восстанавливать вот тем способом дистиллированной воды, которым восстанавливали мы успешно очень наливные батареи. Так вот, уже рассказывал, но еще раз напомню. Вот это блок IGM батареи. Видно, отрицательные пластинки серые, снаружи, внутри коричневые. Это у нас положительные пластинки, между ними белые стекломаты. Это блок аккумулятора вот с такой аккумуляторной батареей от УПСа. Еще раз внимательно смотрим. Отрицательные серенькие пластины тоненькие, коричневые толстые это положительные пластины, между ними стекломаты. Так вот, IGM батарея это та же обычная батарея, то есть свинцово-кислотная, потому что некоторые думают, что IGM батарея это какая-то космическая технология, ни на что не похожая. На самом деле все то же самое. Как в обычном аккумуляторе есть отрицательные свинцовые пластины, положительные из окиси свинца, точно так все в IGM аккумуляторных батареях. Можно сказать, что IGM батарея это та же обычная батарея, к которой мы все привыкли, за исключением того, что у нее стекломаты. И электролит находится не в свободном состоянии и не плещется в банках, а впитан в стекломаты. В этом вся разница. Ну, есть еще клапан рекуперации. И все это дело, я имею в виду рекуперацию, происходит под избыточным давлением, потому что IGM батарея теряет мало воды за счет рекуперации. И вот эта самая рекуперация имеет определенную скорость, отчего IGM аккумуляторные батареи очень чувствительны к напряжению заряда и скорости заряда, и его нельзя превышать. Во всем остальном это та же самая аккумуляторная свинцово-кислотная батарея типа кальций-кальций. Потому что IGM батарей не бывает гибридных на сегодняшний день и не бывает сульмянистых. Ну, сульмянистых вообще уже не бывает. Бывают обычные батареи наливные, гибридные, бывает кальций-кальций. Так вот, IGM батарея всегда будет кальций-кальций. Это коротенько о том, о чем я рассказывал в предыдущих видео, для тех, кто пропустил или первый раз на этом канале и еще не подписан и зря это сделал. Так, продолжаем. Так вот, если IGM батарея по своей сути это та же самая аккумуляторная батарея, которая наливная, отличается только тем, что электролит находится впитанный в стекломатах, а там плещется. Соответственно, восстанавливается она точно так же практически, с минимальными нюансами, как и обычная наливная батарея. А значит, что дистиллятом ее можно восстанавливать. Но проблема в чем IGM аккумуляторных батарей? Когда мы восстанавливали обычную наливную батарею, то мы наливали дистиллированную воду, восстанавливали, сливали, заливали электролит, и все это прекрасно, потому что электролит в жидком состоянии. У IGM батарей электролит впитан в стекломаты, поэтому его ни слить, ни залить туда нельзя. Вот сейчас я взял блок аккумулятора, который абсолютно сухой. Он стоял несколько лет вообще просто без движения в открытой батарее. То есть тут вода уже вся испарилась, которая была. А вся кислота в виде сульфата, видно белые пластины, села на пластины. Но сейчас меня этот блок интересует в плане поэкспериментировать над его жизнеспособностью. Что будем делать? Как утверждает производитель, у нас стекломаты имеют капиллярную насосную функцию. То есть электролит поднимается вверх по пластинам за счет капиллярности, которая создается в стекломатах. Сейчас мы это все проверим. А в конце видео расскажу, как же все-таки быть с этой ситуацией, когда вы не можете слить электролит с аккумуляторной IGM батареи. Что делать в этом случае? Возьмем блюдечко и нальем туда водицы кристально чистой. Как в той сказке. Не пей из лужицы, козленочком станешь. Не подписался на канал? Не быть тебе аккумуляторщиком. Так, и берем наш абсолютно сухой аккумуляторный пакет и ставим в воду. И посмотрим, как у нас будет происходить капиллярность. И уже сейчас вижу, что вода побежала вверх. Так что капиллярная насосная функция стекломатов действительно существует. Вот так покажу вам поближе. Нижняя часть пакета стоит в воде. И видно, как намокают стекломаты даже в серединке. И вода потихонечку поднимается вверх. Я не думаю, что за счет капиллярной функции вода поднимется аж до самого верха, хотя может быть. Но тем не менее, как видите, этот аккумуляторный пакет начал всасывать в себя воду. То есть капиллярная функция действительно работает. И обратите внимание, насколько стал в блюдечке уровень воды меньше, потому что доливал я до закраин, а сейчас воды стало намного меньше, потому что она всосалась
в пакет. Так вот, насчет капиллярной функции действительно не обманули. И как видим, происходит она довольно быстро. То есть движение воды по пакету идет довольно шустренько. Давайте еще раз дольем водички и посмотрим, как это будет дальше. Опять дольем водички вот до этой закраинки и посмотрим, как она будет впитываться. Впитывание уже практически закончилось, но должен признать, что постоял он так где-то 10 минут. Вот здесь вот лапаю пальцем, здесь уже мокро. Сейчас покажу ближе, чтобы вы видели, как выступает вода в стекломатах. То есть вода пробежала от самого низа до самого верха без моего вмешательства за счет того, что пакет стоит нижней частью в воде. Ну, сейчас видите, уровень воды немножко упал незначительно. Все резко помокрело, значит, пакет набрался воды. Покажу большим планом. Придавливаю стекломат, и видно, выделяется водичка. Притом по всем стекломатам. То есть капиллярность работает на все 100%. Поэтому в IGM батареях у вас пластины сухими абсолютно практически никогда не будут. И вот если в наливных аккумуляторных батареях вода выкипела, пластины оголились в верхней части и тут же покрылись таким порошком белым, то есть сульфатом, и практически стали непригодными к дальнейшей эксплуатации, то вот с IGM аккумулятором такого не произойдет. Пока у него есть хоть сколько-то воды, он ее будет распределять по стекломатам. Сыпятся положительные пластины, потому что этот пакет просто несколько лет стоял просто тупо на улице, сухой, и высох до цурки. Но, как видно, буквально за 10 минут он водички набрал. Так вот, IGM аккумуляторы к пересыханию более устойчивы, чем наливные батареи. Но когда они теряют воду, то они теряют свою работоспособность. Это их ахиллесова пята. Если они потеряли воду, то они резко начинают сульфатироваться, и с этим сделать практически ничего тогда нельзя. Если вы успели еще ее восстановить, то есть долить воды и зарядить малым током до того, как сульфат перешел в нерастворимую форму, то в принципе будет все нормально. Я вам показываю, что растворить сульфат в дистиллированной воде в IGM аккумуляторной батарее можно. То есть доливайте просто дистиллированной воды, стеклопакеты ее впитывают, если они сухие, и начинаете гонять ее малыми токами, то есть растворять сульфат. Вот сейчас сожму пакет, увидите, сколько там воды выделяется. Так вот, если хотите восстановить IGM батарею, то делайте все то, что делали с наливной батареей. Как восстанавливать наливные батареи методом дистиллята, есть целые плейлисты, можно ознакомиться. Так, воду я из блюдечка слил лишнюю. Аккумуляторный пакет, как видите, с водой. Если его придавить, то вода начинает забегать. То есть воду он набирает довольно шустро. Буквально за 10 минут он набрал. Ну, чтобы пропитались еще пластины, то надо еще дать время. Ну, буквально несколько часов. 1-2 часа будет достаточно для того, чтобы пропитать аккумуляторный блок IGM батареи. Стекломаты пропитываются очень быстро, но надо, чтобы еще пропитались пластины. Или водой, или электролитом, что вы там будете заливать. Для этого надо время. Поэтому 1-2 часа вполне достаточно. Задают вопрос. Как же восстанавливать, если нельзя слить воду из пакета? Вот видите, пакет сейчас мокрый. Прижимаю, и вода выделяется. Но переворачиваю, воду слить оттуда нельзя. Ну, пару капель, конечно, можно вытрясти. Но в целом воду из пакета слить нельзя. Тем более, если этот пакет стоит внутри корпуса батареи, и у вас вот такусенькая дырочка, чтобы туда заглянуть. Слить ничего нельзя. Так вот, как сделать так, чтобы залить в него дистиллированную воду для десульфатации на воде, а потом вместо воды залить электролит? Конечно, слить нельзя, поэтому тут не получится, так как в наливных батареях слил и новое залил. Тут придется замещать. Что такое замещение? Ну вот, допустим, хотите вы залить дистиллированной воды. Ее не проблемно залить. Электролит у вас все равно там некоторый останется. Но дело в том, что вы зальете воды аж над пластинами, и воды будет много. То есть берете просто и льете воду внутрь банки аккумулятора. И эта вода разбавляет электролит. Плотность падает, ставите маленький ток. У вас есть некоторая часть воды над пластинами, потому что корпус IGM аккумулятора довольно высокий.
и над пластинами есть пространство, все это пространство заливаете водой. И вода замещает собой электролит. То есть воды становится много, плотность падает, электролит перемешивается с водой. И у вас над пластинами будет уже не чистая вода, а часть с электролитом. То есть электролит низкой плотности. Сливаете сколько можете. Слили. И опять доливаете сверху воды. И вот таким способом доливаете воду, сливаете воду. Много вы не сольете, сольете только то, что находится над пластинами. И таким способом замещаете электролит водой. Потом на воде делаете десульфатацию. И все как на обычных аккумуляторных батареях. И приходит время, что вам надо долить электролит. То есть, когда закончили десульфатацию, надо довести электролит до нормальной плотности. В обычных наливных батареях что делаем? Вылили воду. Залили электролит повышенной плотности. Почему повышенной? Тоже очень часто задают этот вопрос. Потому что дольете электролит нормальной плотности, а у вас же в пластинах вода осталась. Вода смешивается с тем электролитом, и плотность электролита низко падает. И постоянно задают один и тот же вопрос. Восстанавливал батарею на дистилляте, залил электролит, плотность упала до 1,24. Что делать? Почему упала? Ну, потому что с водой смешалась, потому что вода плохо слилась из пластин. А пластина пористая аккумуляторной батареи, это вроде как мочалка, вроде как губка. Она впитывает в себя как электролит, так и воду. А воду из пластин вы тоже слить не можете. Даже в обычной наливной батарее. И вот там тоже происходит частичное замещение электролита водой, а потом, соответственно, в конце наоборот. Так вот, задают вопрос, почему залил электролит, плотность упала электролита аж до 1,23. Что делать? Опять надо долить электролит. Слить все лишнее, долить электролит. Вода, которая в порах осталась, то есть в мочалке, в губке этой, опять перемешается с электролитом, и плотность электролита вырастет. И так будете доливать, пока не станет нормальная плотность электролита. Точно так и у IGM аккумуляторной батареи. Только тут еще все хуже. Потому что электролита можете слить меньше, только то, что над пластинами. Надо вам в конце десульфатации заменить воду уже электролитом. Значит, берете, сливаете то, что над пластинами, заливаете электролит повышенной плотности. Он смешается с водой. Над пластинами плотность электролита упадет, станет практически вода. Опять слили эту воду, залили электролит. И вот так вот замещаете много-много раз, пока плотность у вас не станет нормальная. Если в обычных наливных аккумуляторах, когда заканчиваете десульфатацию на воде и заливаете уже электролит рабочий, на котором будет работать батарея, то вот эта махинация проходит за 2-3 операции, а может быть даже и за один прием у вас все нормально получится, то у IGM аккумуляторных батарей даже не надейтесь, что это у вас получится за один прием. И даже может быть и не за 10-й, а может быть и не за 20-й, смотря сколько там расстояние над пластинами есть у корпуса аккумуляторной батареи. Замещать придется долго. Поэтому восстановление IGM батарей – это занудное дело. Оно гораздо дольше, чем восстановление обычной наливной аккумуляторной батареи. Гораздо все это дело муторней. Но сегодня было такое видео, такой ответ на вопрос, можно ли восстановить IGM батареи дистиллятом. Можно, но муторно. Как замещать, рассказал. Про капиллярность рассказал и показал. Такие вот дела. Но сегодня было такое видео. Кому понравилось, лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жарен. И обязательно пишем мне в комментариях, кто чего думает по этому поводу. А мы, наверное, займемся восстановлением в ближайшее время вот этой вот гадости. Батареи от УПСа. Она тоже стоит уже не знаю сколько лет, но не год, и не 2, и не 3, наверное, больше. И тут абсолютный ноль на клеммах. Абсолютнейший. Она, конечно, пересохшая, но можем попробовать ее, конечно, восстановить. Хотя, конечно, гарантий никаких. Но желание есть попробовать, значит попробуем. Получится, не получится. Получится хорошо, не получится, будем иметь отрицательный результат, но зато приобретем бесценный опыт.